Когда вы меняете свой взгляд на вещи, сами вещи тоже меняются. Альберт Эйнштейн однажды заметил, что самым важным решением в жизни является вопрос: живу ли я в дружественной или враждебной вселенной? Как вы это воспринимаете? Это вселенная, полная враждебности, злости, где люди хотят ненавидеть и причинять вред друг другу? Если вы видите мир именно так, то именно это вы и создадите в своей жизни. Это не просто игра слов. Изменение вашего восприятия действительно меняет то, что вы видите. Представьте себе следующую ситуацию. Вы находитесь у себя дома, у вас в руке ключи от машины, и вдруг отключается свет. Вы ничего не видите, спотыкаетесь в своей гостиной и роняете ключи. Понимаете, что в темноте их не найти. Но вдруг замечаете, что уличные фонари горят. Ваша мысль: зачем оставаться здесь в темноте и на ощупь искать ключи, если снаружи свет? Вы решаете выйти под уличный свет и продолжить поиски. Почему вы смеетесь? Это вполне логично. Вы выходите и начинаете искать ключи, когда к вам подходит сосед и спрашивает: что случилось? Вы отвечаете: я уронил ключи. О, я помогу тебе их найти, говорит сосед, и теперь мы вдвоем ищем ключи. В какой-то момент он спрашивает: извини, а где ты потерял ключи? Я отвечаю: в доме. Он удивляется: ты хочешь сказать, что уронил ключи в доме, а ищешь их здесь, при уличном свете? Это не имеет смысла. Я объясняю: но глупо искать их в темноте, когда снаружи свет. Вы смеетесь и считаете это абсурдным. Но разве не так мы поступаем, когда сталкиваемся с проблемой, которая находится внутри нас, и пытаемся найти решение где-то снаружи? Вы тот, кто сталкивается с трудностями и проблемами, но при этом ожидаете, что кто-то другой изменится, или что что-то снаружи станет лучше, чтобы ваша жизнь наладилась. Это то, над чем стоит серьезно задуматься. Решение находится внутри вас. Принцип «нет оправданной обиды» — это очень сложная концепция для многих, но я в нее глубоко верю. Однажды я был в группе наркозависимых и алкоголиков, и на стене висела надпись «Нет обоснованных обид в этой группе». Я сказал группе, что независимо от того, что кто-то скажет вам, какую бы злость или ненависть вы не встретили в своей жизни, оправданного негодования не существует. Если вы носите в себе обиды на кого-то или на что-то, будь то человек, которому вы одолжили деньги и который не вернул их, человек, который был к вам жесток, или тот, кто оставил вас ради другого, все эти оправдания в вашем сердце лишь навредят вам и создадут ощущение безысходности. Никто не умирает от укуса змеи. Укус сам по себе не убивает. После укуса вы уже укушены. Но именно яд, который продолжает течь в вашем организме после укуса, в конечном итоге разрушит вас. Существует много способов достичь желаемого в жизни, но все начинается с того, как мы выбираем мыслить. Как ты мыслишь, так ты и будешь. 7 слов, которые, на мой взгляд, являются одними из самых важных для понимания и освоения в нашей жизни. Эта старая пословица напоминает нам, что мы становимся тем, о чем думаем целыми днями. Как только вы осознаете, что ваши мысли определяют ваше движение по жизни, вы начинаете внимательно относиться к тому, о чем думаете, и не позволяете себе фокусироваться на том, чего не хотите, или что не хотите видеть в своей жизни. Имейте открытый ум. Ум, открытый для всего и не привязанный ни к чему. Один из центральных принципов моей жизни заключается в том, что никто не знает достаточно, чтобы быть пессимистом по какому-либо поводу. Когда мы закрываем свой ум для возможностей, которые открыты перед нами, или для человечества в целом, мы тем самым блокируем тот гениальный потенциал, который живет в каждом из нас. Открытый ум не обязательно означает находить недостатки в том, чему вас учили другие.
Это значит открыть себя для потенциала и возможности того, что возможно все и всякое. Таким образом, открытый ум, который не привязан ни к чему, действительно означает нахождение в себе способности избавиться от черты, которую я нахожу очень распространенной в современном мире. Знаете ли вы, что большинство людей, которых я встречаю, проводят свою жизнь в поисках повода для обид? Они на самом деле надеются найти какую-то причину, чтобы обидеться, и поводов не счесть, они повсюду. Как кто-то одет, что сказал кто-то другой, они включают телевизор и воспринимают новости с обидой. Кто-то использовал язык, который им не нравится, кто-то не разделяет их обычаи. И люди все время находятся в поиске причин для обиды. Но ум, открытый для всего и не привязанный ни к чему, говорит: «Я никогда не ищу поводов для обиды». И как бы кто-то ни высказался, моя реакция на это будет: «Это интересная точка зрения, я никогда не думал об этом». Следующий принцип я называю «не умирай с музыкой внутри себя». И кто лучше, чем Тора, может это выразить. Он говорил, что некоторые из нас слышат свою уникальную мелодию и должны маршировать в такт этой музыке. У каждого из нас есть своя музыка, и у каждого из нас есть героическая миссия. В этой вселенной нет случайностей, мы все пришли сюда с целью. Существует разум, который является частью всего и каждого, и мы все связаны с ним. Слишком многие из нас боятся слушать эту музыку и следовать ей. Я знаю, что у вас есть книга, которую вы хотите написать. Я знаю, что есть композиция, которую вы хотите создать. Я знаю, что есть песня, которую вы хотите спеть. Возможно, вы хотите разводить лошадей в Монтане или открыть магазин мороженого на Кейп-Коде. Кто знает, что это может быть? Может быть, вы просто хотите путешествовать и увидеть мир. Может быть, вы хотите начать отношения с кем-то, но боитесь, хотя ваше сердце говорит, что это правильно. Каждый из нас чувствует что-то, и в знаменитом романе Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» он задает вопрос, который для меня ужасен. Он описывает, как его бухгалтер из Москвы лежит на смертном одре и размышляет о ужасе этого вопроса. А что, если вся моя жизнь была ошибкой? Я знаю, что моя музыка, она играет прямо сейчас, когда я стою перед вами с этими камерами и в этом месте, и когда я сажусь писать свои книги и делюсь с миром тем, что считаю своей истиной. Я всегда чувствую, что нахожусь на своем пути и полностью удовлетворен. Никогда в своей жизни я не скажу: «А что, если моя жизнь была ошибкой?» Кто бы вы ни были, какая бы ни была ваша музыка, как бы далека она ни казалась, как бы странно ее не интерпретировали другие, не доживайте до конца своей жизни, зная, что не успели ее сыграть. Не умирайте с музыкой внутри себя.